Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный Творческий Мир. Как всегда, рада всех приветствовать. И сегодня я буду делать вот такую вазу из джута. А делать мы ее будем из обычной стеклянной бутылки и джутового шпагата. Давайте приступать. Я предварительно обезжирила бутылку спиртом, а теперь, начиная с нижней части, наношу на нее полимерный клей. Наношу дозированно, не на всю бутылку, а буквально сантиметра на 1,5. И начинаю потихонечку накручивать шпагат. Вот эти первые ряды самые важные. Тут главное ровненько выложить шпагат. Лучше бутылочку поставить и прямо вот в таком вертикальном положении вокруг обкручивать. А потом уже дальше будет гораздо легче. Старайтесь, чтобы нити прилегали плотно, потому что вот у меня, где начнется сужение бутылки, кое-где есть все-таки шероховатости между рядами, надо было плотнее. Поэтому следите за этим, чтобы ниточка к ниточке прилегала. И таким образом продолжаем добавлять понемногу клей и накручиваем шпагат до самого горлышка бутылки. А теперь смазываем руки каким-нибудь жирным кремом и приступаем к дальнейшему этапу работы. Наносим на пальцы полимерный клей и смазываем этим клеем нить джутового шпагата. А затем начинаем потихоньку накручивать вот такие медальончики, кружочки. У меня они будут диаметром 2-2,5 см, чтобы затем из них изготовить 7 розочек. Потихоньку накручиваем. Кстати, не переживайте, если они за время накрутки подсохнут и станут жесткими. Их потом очень легко размягчить либо горячим феном, просто направляя струю воздуха на них, они становятся снова мягкие и податливые, либо снова смазав полимерным клеем. Так что я накрутила кружочки с вечера, а затем утром смазала их полимерным клеем и приступила к работе. Можно накручивать понемногу и делать сразу каждый цветочек. Итак, кружочки готовы. Как я говорила, диаметр их 2-2,5 см. А теперь приступаем к листикам. Мне понадобятся нити длиной 6 см. Я не считала ниточки, просто нарезала их побольше с запасом. И начинаем приступать к листикам. Листики очень простые, но очень красивые и ажурные. Для этого каждую ниточку смазываю полимерным клеем и сворачиваю напополам в виде капельки. И так с каждой ниточкой поступаем. А затем одну капельку прикрепляем к другой, но только чуть ниже предыдущей. И они идут как бы ступеньками, лесенками. Половинка листика состоит из 4 таких капелек. Чтобы сделать целый листик, делаем 2 заготовки, состоящих каждая из 4 капелек. И затем смазываем серединочку клеем и соединяем вот эти 2 половинки в единое целое. Таким образом получается красивый ажурный листик. А затем в конце мы добавим ему еще серединку, центральную прожилку. Но это чуть позже. Делаем таких листиков 5 штук.
Листики готовы, и теперь сделаем центральную прожилку. Для этого отрезаем ниточку на пару сантиметров длиннее самого листика, смазываем ее полимерным клеем и приклеиваем по центру каждого листика. И у нас появляется центральная прожилка, которая закрывает все стыки и соединения. И на этом листики готовы. А затем, если ножка будет длинновата, мы всегда можем ее обрезать. Вот заготовочки готовы, как я уже говорила, кружочки 2-2,5 сантиметра. И теперь приступаем к изготовлению розочек. Для этого берем один кружочек и складываем его, как бы скручиваем напополам, к низу прижимая сильнее, чтобы получилась такая скрученная капелька. Точно так же поступаем со вторым кружочком. Затем все хорошенько смазываем клеем и соединяем один кружочек с другим, как бы вставляя один в другой. И получается будущая серединка розочки. А далее обклеиваем эту серединку 4 лепестками, наслаивая один на другой с одинаковыми интервалами. Можно такие цветочки также делать несколько иным способом. Серединку делаем одинаково, а затем берем 4 кружочка и приклеиваем сразу один на другой все 4. Заходим буквально на 1/3, 1/4 часть предыдущего лепесточка. И получается такая дорожка из 4 кружочков. А затем соединяем их в кольцо, и получается цветочек, состоящий из 4 лепестков. И нам остается только вклеить серединку в центральную часть этого цветочка. И розочка готова. Этот способ, на мой взгляд, самый простой. Вот как вы видите, я сделала заранее несколько заготовок из 4 лепесточков каждая, а теперь делаю серединки и вклеиваю их в эти заготовочки. И на этом цветы готовы. Все просто. При желании можно сделать и 3-й ряд лепестков, тогда роза будет еще более пышной. Но так как у меня основа бутылочка достаточно маленькая, и там крупные цветы просто не поместятся, я делаю вот такие небольшие розочки. А так можно уже отталкиваться от вашей емкости, от вашего размера вазы, делать и кружочки соответственно больше, и рядов можно сделать больше. Тут уже смотрите в зависимости от того изделия, которое вы делаете. Ну вот, все детали готовы, и теперь на термоклей приклеиваем все эти заготовочки на бутылку. Кстати, такую вазу можно использовать просто как декор в интерьере, можно использовать для каких-то композиций из искусственных цветов или сухоцветов, но самое главное, при аккуратном использовании можно наливать воду и ставить в нее живые цветы. Почему бы и нет? Цветы приклеены, и теперь приступаем к листикам. Если где-то мешает длина ножки, отрезаем все лишнее. И просто распределяем их так, как нравится, чтобы это смотрелось красиво. И посмотрите, как украшают вазу эти ажурные листочки. Мне они очень нравятся. Вот вы видите, что у меня получилось. На этом можно уже закончить, но я хочу добавить еще несколько штрихов в виде красивых завитков. Для этого нарезаю джут на кусочки по 10-12 сантиметров, смазываю клеем сразу по 2 ниточки, выравниваю, закручиваю в виде завиточка и приклеиваю на свою композицию, а точнее на вазу. Вот я уже сделала 2 завитка сверху и, наверное, сделаю еще по 2 завитка справа и слева, чтобы они как бы уходили, слегка поворачивая на заднюю часть вазы.
И вот завиточки готовы. Вот вы видите, что у меня получилось. Я, в принципе, довольна той композицией, которую сделала. Но, пожалуй, еще добавлю небольшой штрих. У меня есть белые жемчужные полубусины, и я вклею в каждый завиток по одной такой полубусинке. И, наверное, еще украшу серединки цветов. У меня есть тычинки, я уже не раз их использовала и снова воспользуюсь с удовольствием ими. Беру по 3-4 тычинки, разрезаю напополам, и у меня в руке получается пышный пучок тычинок. Соединяю ниточки клеем, скручиваю и вклеиваю с помощью пинцета в серединку каждого цветка. И вот вы видите, посмотрите сами, мне кажется, цветочки с тычинками совершенно по-другому смотрятся, более нарядно и интересно. Вот такая ваза из бутылки и джутового шпагата у меня получилась. С такой вазой справится каждый. Изготовить ее очень легко и просто. Надеюсь, вам мой мастер-класс будет полезен. Огромное спасибо всем за подписку, лайки, комментарии и репосты моих мастер-классов. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, мира, добра и благополучия. Ну и, конечно, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!